Привет, друзья! Бола Йонг родился 3 июля 1946 года и, подобно многим соотечественникам, с юных лет занимался кунг-фу под руководством местных учителей. Уже на этом этапе жизни он показывает индивидуальность и проявляет интерес к тяжелой физической работе, в отличие от большинства его сверстников, сосредоточенных лишь на технике. Будущее в коммунистическом Китае не устраивало молодого человека, и в середине 60-х годов Бола покидает родной дом и страну, чтобы начать самостоятельную жизнь в Гонконге. Дорога туда становится первым испытанием, ведь чтобы добраться до заветного острова, он преодолевает пролив вплавь. На новом месте Бола становится спортивным преподавателем. Он запускает школу бодибилдинга, и его деятельность привлекает внимание представителей крупнейшей гонконгской кинокомпании студии братьев Шоу. В 1970 году 23-летний спортсмен дебютирует на большом экране и вполне уверенно справляется с работой. Открывает фильмографию Бола боевик «Удивительный фехтовальщик». В картине дебютанту достается роль второго плана. Техника Бола настолько нравится продюсерам, что за 3 года его приглашают сняться еще в 10 фильмах. Чем больше он набирал мышечной массы, тем крупнее становились роли, и тем страшнее и внушительнее были его злодеи. Это сотрудничество продолжалось недолго, но стало поворотной точкой в судьбе актера. На первых пробах, в рекламе одного из известных табачных брендов, Бола познакомился с Брюсом Ли, который пригласил его в ленту «Выход дракона». Сам Брюс выступил в качестве продюсера и исполнителя главной роли. Между Брюсом и Бола завязались теплые дружеские отношения. Они вместе тренировались и отрабатывали технику ударов для фильма. Планировалось снять их совместную драку в «Игре смерти», но за неделю до премьеры «Выхода дракона» Брюс внезапно скончался, и этим шокировал все мировое сообщество. Далее карьера Бола Йонга пошла в гору. Мировую популярность ему принес фильм «Кровавый спорт». Боевик получился более заметным, потому что вместе с Бола сыграл Жан-Клод Ван Дамм. За Бола закрепилась амплуа злодея-антагониста главного героя. Но в его послужном списке были также и положительные роли. Это фильмы «Сильнейший удар» и «Полицейский 2000». В фильмах Бола старался не превращать единоборство в цирк и говорил, что настоящий профессионал должен сделать одно движение, за которым будут смотреть, затаив дыхание. Он считал, что рукопашная схватка не должна изобиловать эффектными трюками и размашистыми ударами. Намного большее значение играет сила духа героя и его точность и совершенство техники, которую способны оценить действительно знающие люди. Последняя работа актера лента «Ближний бой», которая волею судеб не вышла на большой экран и известна лишь в малых кругах кинолюбителей. Через год Бола официально покинул кинематограф и сосредоточил свое внимание на спорте. В настоящее время Бола занимает почетный пост главы Федерации бодибилдинга Гонконга. Иногда он выступает консультантом по постановке рукопашных сцен в боевом кинематографе. Несмотря на то, что ему уже перевалило за 70, Бола по-прежнему полон сил и также занимается своим любимым делом. Конечно, он уже не может дать себе такую силовую нагрузку, как раньше, зато вполне неплохо справляется с тренерской деятельностью. У Бола очень много фанатов со всего мира, которые считают его лучшим злодеем в кровавом спорте. А его коронную фразу, что кирпич не даст сдачи, цитируют до сих пор и часто используют в других фильмах. Желаем ему крепкого здоровья и долголетия. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.